Ребята, всем привет! Едем в старый город ПРГ. И вот за нами приехал такой маленький интересный автобус. Совсем маленький. Сейчас посмотрите, как он выглядит. Это уже все. Это рейсовый автобус. Вот есть на маршрутах и такие маленькие автобусы. Непопулярные рейсы обслуживают маленькие автобусы. Жилые дома, отели. Мы находимся в Анталии. Сейчас приехали показать старый город ПРГ. Вот, по пути исследования это район Аксу, Анталия. Это где-то от центра порядка 18 километров. Идем по карте Maps.me. Что будет интересно, будем показывать. Очень много всевозможных старых каких-то построек. Вот что это такое. Явно ему очень-очень много лет. Район Аксу. Здесь очень много теплиц, выращивают фрукты. Здесь как бы много плодородной земли. И вот они ее используют. Кругом организован полив. Ну, в общем, пока движемся к античному городу. Такой пейзаж. Ну вот остановки мы прошли где-то чуть больше километра. И подходим уже вот, это город так называемый ПРГ. Так, вот время работы музея. Вот. Если вы одноразово посещаете здесь этот музей под открытым небом, значит, у вас билет будет стоить 60 лир с одной персоны. Входим в город ПРГ, и сразу нас встречает амфитеатр, который был построен во втором веке до нашей эры. Так, ну заходим в амфитеатр. Ничего себе, масштабненько все выглядит. Да, ребята, я не могу сказать, что здесь безопасно, честно говоря. Ну, пройти хочется. Смотрите, здесь обвалы такие каменные. Амфитеатр, конечно, огромных размеров. Ребят, это все мрамор. Смотрите, колесница. Здесь можно ходить, только изучать вот эти все, я не знаю, как это, вырезанные из мрамора фигуры. Смотрите, как выглядит амфитеатр. В Греции амфитеатр хорошо выглядит, сохранился. И этот вот, по-моему, на втором месте где-то я читал, потому как сохранен. Так, будем аккуратненько продвигаться. Посмотрим, что у нас здесь. Скульптуры мифологические. А на полу вот видно, что мозаика. Была мозаика. Извините, я по ней топчусь. Это, наверное... Да. Все, конечно, нужно реконструировать. Античный город ПРГ. В общем, процветание этого города было где-то в 200-300 году уже нашей эры. Так, ну что, пойдем дальше смотреть. Такие арки вверху окружали этот амфитеатр. 25-метровая сцена. Вдали красивейшие виды на горы. Сейчас можно только догадываться, что на этой сцене можно зрителям было увидеть. Ну, во-первых, наверное, театральные какие-то постановки. Смешное что-то. Самолеты летают. Возможно, бои рыцарские какие-то. Смотрите. Вот. Обалдеть. Если бы я знал, что здесь написано. О Демос.
Греческое, римское влияние. Наверх пройти как бы закрыто. Но если мы туда пройдем, то куда мы дойдем? Пока охрана не видит. Ну, зато будут шикарные съемки. Величественно это все выглядит. Смотрите, амфитеатр. Там тоже руины, руины, руины. Сейчас мы посмотрим, что здесь с другой стороны. Ну, разрушено, конечно, все. Интересно. Вот вдали такое что-то, как стадион был. Ого, там высота. Туда не пойдем. Камни, 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 камни. Еще раз смотрим сверху. Очень сильный ветер. Вид шикарный на амфитеатр. Кстати, самые дорогие достопримечательности, их вывезли. И они находятся в историческом музее. А исторический музей находится в центре города Анталии. Вид, конечно, шикарный, но опасненько. Вот сюда мне подниматься легче, чем спускаться. Ну, наверное, для многих так. Ну, еще раз немножечко смотрим на амфитеатр. Ну и будем идти дальше. Ну вот подходим к старому городу, и здесь же есть карта амфитеатра, и попробуем просто ощутить дух старого города. Вот так вот выглядит билет. Как вам видно на солнышко, это я стою. И благодаря этому билету мы бродим по всему старому городу. Пойдем со стадиона начнем. Ну, что для меня, допустим, непонятно. Как полировали вот такую вот из мрамора четкую, круглую, ну вернее, окружность брали, да? Вообще не понимаю. Да, ну наслаждаемся тем, что умели мастера. Смотрите. Ну как? Это сейчас есть дрель там какая-то. И то, я не знаю, победитовым сверлом. Как это все делалось? Вот так вот выглядит стадион с высоты трибун. Ну, по разным источникам здесь стадион умещал, так же как и амфитеатр, порядка 12-15 тысяч человек. Непонятно, почему он был так вот разделен. Что это, может, историки знают. Как выглядит со стороны стадиона старый город. Ну, мы туда пройдемся. Это был выходы, такие были на стадион. Видите, здесь укрепили, потому что возможен был обвал. Вот так это все выглядит масштабно. Странно, как-то камни держатся. Но чтобы понять, почему они держатся, надо изучать, наверное, все-таки физику и сопромат. Видите, здесь уже практически вот эти все арки разрушены. Ну, по утверждению историков, последние года процветания города ПРГ приходится на 500-е года нашей эры. ПРГ был одним из самых крупнейших городов Малой Азии, начиная после 180 года нашей эры, когда, в общем-то, процветала Римская империя. После чего этот город пришел в упадок. Ну, его, во-первых, начали грабить. Во-вторых, судоходная река, которая называется Аксу, она обмелела, замулилась, и ее перестали использовать по прямому назначению. То, что уцелело и дошло до наших дней, сейчас находится под охраной ЮНЕСКО,
Раскопки ведутся и в настоящее время. Начались они с 1946 года. Вот. Здесь много интересных фрагментов и моментов можно обнаружить. Такие проходы в подвалах. Возможно, хранили вино. Возможно, продукты. Вот. Только-только пробрались. Нет, видно, уже заложили. Ну, я думаю, уже тут все проверили до нас. Может, я какую-то амфору с золотом найду. Идем буровать. Да, нужен экскурсовод. Мы только можем догадываться, что это такое было. Видите, здесь очень много приезжают на экскурсии. Рассказывает экскурсовод. Вот мне сейчас так шепнули на ухо, это были бани. Интересно. Видите, номерной какой-то камешек. Вот дошли мы уже до башни. Смотрите, колонны, основания колонн остались, уцелели. Ребята, а вот это вот походу была типа открытая канализация. Потому что оно, я так понимаю, заходило, вот бани там были. То есть куда-то вода сходила. Возможно, просто здесь вода поэтому шла. Вот, смотрите. Смотрите, как красиво. И опять же, это все мрамор. Колонны. Ребята, это все опять же было в мраморе. Я могу только представить, как все стены были в мраморе. Сейчас уже, конечно, мрамора нет на стенах. Ну, спасибо, что до наших дней уцелело то, что мы видим. Ну, вот табличка, значит, мы находились. Вот это все, где я снимал. Это Южная баня. Хамам. Вот вдали, ребята, это эллинические ворота, через которые, в общем-то, можно было попасть в старый город Перге. И когда вы попадаете в старый город, ну, здесь уже попадаете и видите две башни знаковые. Сейчас их покажу немножко ближе. Это уже как бы считался центр города. Вот посмотрите, как они выглядели ориентировочно, эти башни. То, что сейчас мы видим. Ну и описание, опять же, кто хочет, может перевести, остановите на паузу. Ну все сейчас, в общем, в стадии реконструкции. Что хочу сказать. В общем-то, рекомендую я приехать посмотреть вот старый город. Но все-таки, мне кажется, это была канализация, которая до сих пор существует. Или водопровод такой самый. Накрыт он был, этот водопровод, или канализация, правильно, наверное, канализация, тоже глыбами. Мы сейчас идем, а под нами вода. Вот так вот выглядит башня изнутри. Величественно, конечно. Ребята, вот башни. А напротив башен, смотрите, какая площадь. Эта площадь была построена в 400 году нашей эры. Колоннами окружена. И вот такие перекрытия вон в углу сохранилось. Подойдем ближе, покажу. Ну, здесь находились в основном магазинчики. Шла бойкая торговля. Помимо торговых рядов на этой площади, здесь находились всевозможные мастерские. Умельцы могли вам что-то исправить, починить или сделать. А в центре вот это здание, это оно не сохранилось до наших дней. Это был храм. Вот то, что от него осталось. Уцелевшее перекрытие между колоннами. Вот так это все величественно выглядит. Еще раз удивляешься, как это все могло строиться, какими силами. А опять же, по периметру вот водостеки какие-то тут. Все, наверное, было продумано.
Ну, сколько было труда затрачено, чтобы это все построить. Что здесь было? Магазинчики, павильончики. Уходим от площади, идем по дорожке к старым жилищам, где жили люди города Перге. Ну, то есть вы понимаете, конечно, то, что осталось от жилища, то мы и увидим. Здесь был въезд в город. Камни сложены как кубики игрушечные, но правильно, с правильным понятием, опять же, физики. Вот с правой стороны стена, которая как бы защищает этот город. Вот. А напротив вот как раз идут раскопки, все закрыто. Ромашка цветет, цветочки. Вот это и есть жилище, старые жилые помещения обычных горожан. Интересно. Мы сейчас идем, рассматриваем руины. Пришла такая мысль. Если бы мы знали хорошо территорию, можно попасть сюда и без билета. То есть территория огромная. Тут кто знает, тут пройдет. Но будет одно но. Везде по периметру как бы установлены камеры. Не знаю, получится у вас попасть сюда. Это хорошо. Не получится. Можно попасть на неприятности. Но продолжает удивлять водопровод. Я все-таки считаю, что это водопровод. Какие-то колодцы. Как шибера или как это стоят, заслонки стояли. Регулировали подачу воды. И были вот такие перекаты. То есть мини-водопады. Но представляю, как это все было. Копяк. Собачка по-турецки. Так, вот мы выходим. Это у нас центральная улица города. Мы ее пересекаем и идем к северным баням. Везде эти фонтанчики, речушечки. Да. Представляете, сколько труда было это все сделать. Колонны. Через каждые 3 метра. И здесь по ходу восстанавливают мраморный пол. Давайте покажу, как он выглядит. А он есть. Ребята, красотень. Смотрите. Мифические герои. И вот так вот сохранилась мозаика. Шикарно. Ага, я смотрю, как оно держится. А там засверлено и закреплены эти перекрытия между колоннами. Ну что, опасно. Ну, здесь точно опасно. Смотрите. Как бы, чтобы на голову не свалилось, да? Интересно, когда-то этот город шумел, гремел, торговал. Кипяк. Худой, как я не знаю кто. И собачки нас любят все так же. Северная баня. Ребят, ну вот если есть время, приехали в Анталию, однозначно рекомендую приехать сюда. Посмотрите, вот как выглядел старый город. Мне лично интересно. Здесь наклон. Эта стена прямо так вот сюда лежит немножко. Может, его, конечно, закрепили, укрепили, но пока мне не внушает доверия там побродить. Только где-то с 2006 года начали на этом месте зарабатывать деньги. То есть как бы очистили от мусора, от грязи.
Ребята, строения такие мощные. Вот это есть так называемые северные бани. Сейчас попытаемся немножко туда зайти в сторону, к ним повернем. Колонны, опять мрамор, все в мраморе. Здесь тоже был водопад, скорее всего. Вода бежала. Боже мой, смотрите. Как говорится, под руками архитектурные ценности. Вот, из фонтана сбегала вода, вот там вот есть какая-то статуэтка лежит, такая барышня, или я не знаю, что это. И вода падала вниз и шла по центральной улице. Вот мы вышли от Северных бань. И сейчас вот попадаем на центральную улицу с колоннами. И по ней будем уже двигаться к выходу. Собачка нашла уже друга, наконец. Как это все выглядит? А вот так. Представляете, еще идем по оживленной улице старого города. Красивейшие места. Еще раз говорю, есть время, приезжайте, однозначно вам тут понравится. Посмотрите стадион, Колизей. Все возможное тут. Конечно, да, статуэток никаких нет. Все это в историческом музее. Но если купите билет, тут такой есть общий билет на все музеи, все достопримечательности Анталии, то посетите все. Было бы время. Такое современное уже основание. У Северных бань стояла статуя бога реки, но в настоящее время ее там нет. Где она сейчас, мне неизвестно, но скорее всего в историческом музее находится в городе Анталии. А в этом старом городе ПРГ, помимо всего прочего, были даже свои монеты, чеканили. Ну, наверное, они очень большую стоимость сейчас имеют, если они остались. Ну, наверное, что-то же находили. Скорее всего, они уже бесценные, эти монеты. Все, заканчивается улица центральная. И мы попадаем. Также есть ворота Адриана Калеич. Арка Адриана, да? А здесь арка Адриана. Между двумя башнями. Ну, сейчас тут проход закрыт, тут идет реставрация. Зайдем в середину. Ну как же не посетить-то башню? Мулла созывает на молитву. Ну что, зашли через стадион, выходим через ворота. Римские ворота. Кстати, надо показать, как оно правильно все. Ребята, римские ворота. Кто захочет, перевод сделайте. Вот так они выглядели. Вот то, что сейчас. Ну и перевод. Кто захочет, на паузу нажмем и переведем. Вот так это выглядят ворота при въезде. С левой стороны тоже строение такое какое-то оборонительное. Еще дополнительно хочу сказать по поводу стадиона. На стадионе проводились гонки на колесницах, а также стадион использовался для торговли. Бойко двигали торговлю. Ну все, ребята, на этом экскурсия в античный город ПРГ у нас закончилась. Стадион справа, Колизей слева, город позади меня. Проходим турникет. Здесь много людей.
Да, еще с левой стороны хотел сказать, что находятся торговые ряды, можно приобрести какие-нибудь сувениры. И также изделия тут ручной работы. И все такое прочее. Вот, схема старого города. По крайней мере, так он выглядел. Вот смотрите, мы сейчас находимся, ну вот Колизей, стадион, мы находимся вот здесь. Так, ну всем пока, всем мира и добра.